Вообще стрелком АП Керри может быть любой маг на нижней линии. Другое дело, по фарму вы можете очень сильно отстать, потому что у АД Керри обычно ДПС больше на первых уровнях, чем у мага. Поэтому обычно на роль АП Керри берут тех чемпионов, у которых маленькая перезарядка умений. Кассиопея, Зигgs, Ариана, Вейгар, Картус. В общем, у них куханы обычно быстро откатывают, за счет этого им легко чистить фарм. По той причине, что у них это способности, то есть ими нужно попадать как куханом Зерри, то на левел 2 они могут промахнуться одной способностью и за счет этого полностью проиграть файт. Мало того, что они могут промахнуться этим, так у них еще и откат около 3-4 секунд. Да, обычно эта способность наносит больше, чем автоатака, но зато их меньше. То есть, как я говорил в самом начале, ДПС маленький. Поэтому, если вы играете очень активно на левел 2, на левел 3, вам нужно попадать всеми способностями, так и еще вам больше нравятся мини-трейды. То есть, вы быстренько разменялись и разошлись. Но такое обычно очень сложно сделать, потому что после того, как вы потрейдились, вам нужно разойтись. То есть, тут нужно понимать, что если ваш саппорт не понимает, как это работает, или вы не понимаете, как это работает, вы просто будете терять хп. Но зато, если вы переживете там до 6 уровня, может быть до какого-то первого предмета, то ваша сила очень сильно возрастет по сравнению с АД Керри. И вы можете его убивать. Например, тот же Вейгар на 6 имба. В этом плане получается, что маги получают раньше Power Spike. Но потом игра идет и идет и идет. И конечно же лучше, чтобы она завершилась где-то на мид-гейме. Потому что в лейте, если у вас не будет АД Керри, то вражеский АД Керри по дефолту будет наносить больше дэмэджа. То есть, если мы сделаем какой-нибудь график, где у нас это early, это mid, а это late game, то график АП Керри будет примерно вот таким вот. Тоже, конечно же, зависит от чемпиона, например, Кассиопея может и в лейте раздавать. Но в большинстве случаев он примерно такой. Если же мы посмотрим на АД Керри, то он будет примерно вот таким. Естественно, АП Керри нужно брать, когда вам не хватает магического урона, либо может быть на топе у вас уже есть там Дрейвен, Война. Отсюда следует, что можно брать также АП Керри, когда вам не хватает урона на мид-гейм стадии, то есть примерно в середине игры. Урон же должен кто-то наносить, чтобы убивать. Так что я не могу вам четко сказать, хорошо это или плохо иметь АП Керри. Все это зависит от рук того, кто играет на этом герое. Все то же самое, как и с АД Керри. Продолжаем выбирать тему для следующего ролика в комментариях. Первое, когда вредно добивать или трогать вообще миньонов. Второе, на чем обратить внимание в клэшах, как подготовиться, пару советов. И третье, как сделать так, чтобы сделали разбор игры по вашему реплею. У меня на этом все, спасибо за поддержку и удачи!